Элайджа Лендри принял судьбоносное решение в 45 лет, он решил удочерить ребенка. Мечта стать отцом жила в нем давно, но только теперь он почувствовал готовность к этому шагу. Вопреки ожиданиям, процесс удочерения оказался значительно быстрее, чем предполагалось. В детском доме его встретила воспитательница, которая должна была провести с ним беседу перед тем, как познакомить с детьми. Главный вопрос, который волновал ее, почему он решил взять ребенка в одиночку, да еще и в зрелом возрасте. Ответ был прост. Элайджа и его жена Элизабет прожили вместе более 30 лет. Еще в юности они договорились, что детей у них не будет, и это устраивало обоих. Но несколько лет назад Элизабет ушла из жизни, оставив в его душе пустоту. Только после этой утраты он осознал, что подавлял желание стать отцом. Жениться снова он не хотел, их связь с Элизабет была уникальной. Единственным выходом стало удочерение. Воспитательница предупредила, что процесс может затянуться на несколько лет. Но затем она предложила альтернативу, девочку, которую можно было бы взять под опеку всего за полгода. Оказалось, что трехлетнюю Эмму несколько раз возвращали обратно из-за сложного характера. Она нуждалась в постоянном доме и терпеливом, заботливом человеке. В игровой комнате Эмма сидела одна. Взгляд был настороженным, но в нем читался ум и любознательность. Стоило Элайдже начать разговор, как лед тронулся. Между ними возникла связь. Он понимал, это его дочь. Испытательный срок длился полгода. За это время он заметил странности в поведении девочки. Оказалось, что недостаток интеллектуальной стимуляции делал ее непоседливой и капризной. Когда ей становилось скучно, она начинала капризничать. Простое решение развивать ее способности изменило все. Вскоре Эмма отправилась в школу для одаренных детей, где смогла реализовать свой потенциал. Ее успеваемость была блестящей, и она начала перепрыгивать через классы, поскольку учителя видели в ней исключительные способности. Годы пролетели. После школы Эмма подала документы в ведущие университеты и была принята в каждый из них. Выбор пал на Гарвард, где она изучала медицину. Отец гордился ею безмерно, но счастье омрачила болезнь. Элайдже поставили диагноз, который не оставлял надежд. Поначалу Элайджа не хотел, чтобы дочь отвлекалась от учебы. Но спустя время он узнал тревожную новость. В Гарварде сообщили, что Эмма не посещала занятия более 3 лет. Шок был неописуемым. Он ежемесячно оплачивал учебу, а теперь выяснилось, что она обманывала его. Но что она скрывала? Исследуя совместный банковский счет, он обнаружил регулярные переводы на неизвестный адрес и закупки больших партий медицинских препаратов. Решив узнать правду, он отправился по указанному адресу и увидел здание в лесу. Внутри находилась его дочь, окруженная группой специалистов. Оказалось, что все эти годы Эмма не тратила деньги зря. Она организовала частную медицинскую лабораторию с одной целью — найти лекарство от болезни отца. Образование дало ей необходимые знания, а исследования вкупе с привлеченными экспертами помогли достичь прогресса. Элайджа не знал, что сказать. Он был поражен тем, насколько далеко зашла Эмма, чтобы спасти его. Недоверие сменилось осознанием, это был акт глубокой любви. Экспериментальное лечение дало невероятные результаты, состояние улучшилось, а организм начал бороться с болезнью. Спустя год учреждение Эммы стало государственным медицинским центром. Десятки пациентов получили шанс на выздоровление. Исследования продолжились, а сама Эмма окончательно утвердилась в мире медицины как один из самых перспективных специалистов. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.